Привет, привет, мои дорогие студенты! Меня зовут Наталья. Вы смотрите канал Practical Russian, где мы изучаем русский язык. Это будет урок для уровня Intermediate. Прошлый год закончился, начался следующий год. Сейчас январь. И в этом видео я хочу рассказать вам, каким был мой прошлый год, что я делала постоянно и что, как мне кажется, нужно делать постепенно и шаг за шагом. Сегодня мы изучаем два слова: постоянно, постепенно. И я расскажу вам, как получить хороший результат. Поехали! Я обещала рассказать вам, каким был мой прошлый год и как получить хороший результат. Каким был мой прошлый год? Да, честно говоря, ужасным. Прошлый год был не самым лучшим моим годом. Я много работала, я постоянно работала. Я часто была в стрессе, может быть, постоянно я была в стрессе. У меня были разные трудности в жизни. Я рада, что моя семья рядом, моя семья мне помогает, моя семья постоянно меня поддерживает, и это приятно. В России постоянно растут цены, в России инфляция, в России цены растут непрерывно, поэтому нужно больше работать. Что еще случилось в прошлом году? Я пока не поняла, каким был прошлый год. То, что я знаю, я много работала. Я постоянно работала, я постоянно уставала, я не так много отдыхала. Но есть моменты, чему я рада. Чему я рада? Я понимаю, что нам нужно время, чтобы получить какой-то результат. Я постоянно работаю, я регулярно что-то изучаю, я все время что-то читаю, я все время что-то смотрю, я постоянно учусь чему-то, как мне кажется, и поэтому я устаю. И я очень надеюсь, что скоро я увижу какой-то результат, что это все не просто так. Я надеюсь, что я постоянно работаю над собой, да, я постоянно становлюсь лучше, я постоянно узнаю что-то новое, и в конце концов будет какой-то результат. Это все. Каждое видео — это урок русского языка. Вы можете получить транскрипцию к этому видео. Ссылка будет внизу. Если вы уже неплохо знаете русский язык и ваш уровень Intermediate, у меня есть истории с глаголами. Это реальные истории из жизни. Эти истории о жизни одной семьи. Книга с историями и аудиофайлами будет в описании. Хорошо? И мой бесплатный файл вы можете получить прямо сейчас. Там 150 полезных фраз. Это бесплатно. Ссылка в описании. Продолжаем. В жизни, как в спорте, мы не можем получить результат быстро. Нам нужно много работать, нам нужно делать что-то регулярно. Я последний год или уже два хожу на тренировки. Я занимаюсь спортом регулярно. Я постоянно хожу в один и тот же фитнес-клуб. Мне нравится этот фитнес-клуб. Мне нравится у них атмосфера. У них приятная атмосфера. Я хожу на тренировки. Это групповые тренировки. Мне нравится девушка-тренер. И я занимаюсь там систематически. Да? Я хожу туда один раз в неделю. В этом году я планирую ходить туда 2 раза в неделю. Так как я постоянно
устаю, так как я постоянно сижу за компьютером, я чувствую, что мне нужно больше спорта в жизни. Я не хочу похудеть, у меня нет такой цели. Я хочу быть в хорошей физической форме, и я хочу быть здоровой. И спорт мне в этом помогает. Поэтому я буду продолжать ходить на тренировки. Я помню, когда я начала ходить на тренировки, мне было трудно делать упражнения. Мои руки быстро уставали, мои ноги быстро уставали. И только через какое-то время постепенно мои руки стали сильнее, мои ноги стали сильнее. Я регулярно ходила на эти тренировки, я делала разные упражнения, и моя физическая форма стала лучше. Но это случилось не в один момент, как и в жизни. Нам нужно время, нам нужно делать что-то регулярно, нам нужно делать что-то систематически, нам нужно улучшать себя, стремиться к чему-то и идти к этому шаг за шагом, да? А, Ступень за ступенью мы становимся лучше. Так вот, вывод. Я регулярно хожу на тренировки. Последние 2 года я непрерывно хожу и занимаюсь спортом. Непрерывно значит без перерывов. Каждую неделю я хожу и занимаюсь в фитнес-зале. И так, шаг за шагом, моя физическая форма становится лучше. Так постепенно я чувствую себя лучше. Я постоянно какая-то уставшая, и спорт мне помогает. Какие у меня результаты и как получить хороший результат? Да я без понятия, если честно. Как мне кажется, если делать что-то хорошее и создавать это шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком, можно построить какой-то хороший дом. Так, конечно, это метафора. Но чтобы построить хороший дом, вам нужно время, вам нужно стараться делать это регулярно, каждый день, кирпич за кирпичиком. То же самое с русским языком, правда? Например, сейчас ваш уровень А1. Вероятно, вы смотрите это видео, и ваш уровень уже Б1. Вы регулярно занимаетесь русским, вы делаете это систематически. Систематически значит 1 раз в неделю, каждую неделю или каждый день. Да, но это систематически. У вас есть система, у вас есть график, да, когда вы занимаетесь русским языком. И вот уже через 3 месяца или через 6 месяцев вы свободно говорите по-русски, но вы идете к этому постепенно. Вы не можете начать изучать язык и смотреть фильмы на русском языке. Это очень трудный уровень. Это невозможно. Вам нужно начать сначала. Вам нужно начать с первого уровня и так постепенно идти по этой лестнице наверх. И так в жизни нам нужно время, чтобы построить что-то. Например, вы хотите построить дом. Вам нужно вам нужны материалы, вам нужен план. Вы будете начинать с фундамента, и потом так этаж за этажом вы будете строить дом. В спорте тоже тренировка за тренировкой мы постепенно становимся физически сильнее, да? И мы чувствуем себя физически лучше, но это постепенно приходит. Мы не можем на первой тренировке стать спортивными, это просто невозможно. И с русским языком такая же ситуация. Вы постепенно, шаг за шагом, урок за уроком становитесь лучше, вы изучаете язык, и в конце концов вы увидите результат. В конце концов вы будете свободно говорить по-русски. Спасибо вам. Год был трудным, надеюсь, этот год будет лучше.
и я увижу какие-то результаты своей работы. Сейчас я хочу дать вам больше примеров и объяснить эти два слова. Номер один. Постоянно. Постоянно значит все время. Постоянно значит делать что-то непрерывно. И делать это систематически. Когда вы делаете что-то постоянно, вы делаете это регулярно и систематически. Например, постоянно думать о чем-то. У вас какая-то мысль в голове, и вы постоянно об этом думаете. Или постоянно быть рядом с кем-то. Когда вы проводите много времени, вы все время рядом с любимым человеком. И постоянно жить в одном месте, вы много лет живете в одном месте, вы постоянно там живете. Постоянно меняться, например, погода постоянно меняется. То холодно, то жарко. Постоянно говорить о чем-то, значит говорить на какую-то тему регулярно. Например, люди постоянно говорят о погоде. Постоянно работать где-то, значит, человек работает уже много лет на этой работе. Это его постоянная работа. Он работает там уже много лет. Он работает там постоянно. Постоянно носить с собой что-то. Например, мы носим с собой документы. Мы постоянно носим с собой паспорт или ID-карту. Девушки постоянно носят с собой зеркальце и помаду. Постоянно идти вперед, это значит развиваться. Вы постоянно что-то изучаете, вы постоянно хотите стать лучше, и вы постоянно идете вперед. У вас какие-то цели, и вы постоянно развиваетесь. И номер два – постепенно. Постепенно значит медленно и поэтапно. Вы делаете что-то потихоньку, вы делаете что-то шаг за шагом, вы изучаете что-то шаг за шагом. И значит, вы делаете это постепенно. Степень, да, и постепенно. Например, изучать что-то постепенно. Вы выбрали какую-то тему, и вы изучаете ее регулярно и постепенно. Или работать над чем-то тоже можно постепенно. Например, человек пишет книгу, и он работает над книгой. Постепенно он пишет главу за главой. Постепенно становиться лучше. Мы не можем в один момент стать лучше. Нам нужно время, и мы делаем это постепенно. Значит, как одна ступень, потом следующая ступень, потом еще ступень. Мы улучшаем себя. Также можно постепенно привыкать к чему-то. У вас новая работа, и вы постепенно привыкаете. Или у вас новый дом, и вы постепенно привыкаете к жизни в этом доме. И нужно время, вы делаете это постепенно. Можно постепенно учиться чему-то новому. Невозможно быстро научиться чему-то. Мы делаем это постепенно. Это правда. Чаще всего, чтобы получить какой-то результат, нам нужно время. И мы делаем это постепенно, камушек за камушком. Мы чему-то учимся, мы над чем-то работаем. Вот так. Надеюсь, это немного понятно. Сегодня у меня к вам 4 вопроса. Вопрос номер 1. Что вы делаете регулярно? Что вы делаете регулярно? Вопрос номер 2. О чем вы постоянно думаете последнее время? О чем вы постоянно думаете последнее время? Вопрос номер 3. 3.
Вы помните, чему в жизни вы учились постепенно? Вы помните, чему в жизни вы учились постепенно? Например, вы учились кататься на лыжах или вы учились играть на гитаре и делали это постепенно. Вопрос номер 4. Как вы считаете, нужно учить русский язык непрерывно или с перерывом? Как вы считаете, нужно учить русский язык непрерывно или с перерывом? Хорошо. Сегодня я рассказала вам историю, как я занимаюсь спортом. Вы можете делать то же самое с русским языком. Важно заниматься регулярно и улучшать свой русский постепенно. Важно правильно выбирать материалы и постепенно улучшать. И также делать это регулярно. Заниматься регулярно. Это очень важно. Для этого вы можете послушать этот урок несколько раз. Вы можете прочитать транскрипцию, ссылка будет в описании. Вы можете использовать другие мои материалы. У меня есть книга с историями. Это короткие истории. Там есть аудиофайл, вы можете слушать эти истории, и вы можете читать их и делать упражнения. Любая практика полезна. Если вы не скачали мой бесплатный файл, там 150 полезных фраз. Сделайте это прямо сейчас. Ссылка внизу. И это бесплатно. И больше видео у меня на канале. Увидимся здесь.